Жила-была в одной деревеньке старенькая бабка по имени Марья. Маленькая, сухонькая, но бойкая, хоть ей и было уже далеко за 70 лет. Она сама себе хозяйничала, жила небогато, но и не жаловалась. А главным ее сокровищем был козел и две козочки, которых она любила. Одну козу она назвала Дуня, а другую Соня, которая всегда спала. А больше всех она любила козла, которого ласково называла Дед. У деда были необычно длинные рога и длинная козья борода. «Мой дед самый умный, самый ловкий и хозяйственный», — хвасталась она соседям. Соседи только качали головами. Хозяйственность деда заключалась в том, что он то качан капусты стащит из чужого огорода, то забор снесет, то боднет кого под настроение. Бабка Марья жила на окраине, и вот однажды в деревню забрел путник, молодой, высокий, с рюкзаком за спиной. Он был очень уставшим и хотел где-нибудь попроситься на ночлег, чтобы выспаться и отдохнуть. И тут как раз бабка Марья сидела на лавочке перед своим домом. «Мир вашему дому, бабушка!» – поклонился путник. «Можно у вас воды попросить напиться, да передохнуть до завтра?» «Конечно, милок!» – обрадовалась бабка Марья. «Будет мне с кем чаю попить, а то я только с дедом и разговариваю». «Ты не переживай, он у меня молчаливый». «Так вы, бабушка, еще не одна живете?» «Да как же одна-то, коли у меня дед есть?» Путник подумал, что у бабки муж старенький, вот она о нем и говорит. «Это хорошо, что у вас есть в старости с кем свой век доживать», — с выдохом произнес путник. Бабка Марья не обратила на эти слова никакого внимания, а путник все спрашивал: «А где ж ваш дед?» «Да где-то бродит разбойник мой», — махнула рукой бабка. «Уж сколько раз его ругала, а все без толку. Только отвернешься, уже чего-нибудь натворит. Я его и привязывала на кол, а он вырвет его и идет, куда вздумается». Путник хмыкнул. Ну, старик и старик. Мало ли, какие у них правила и отношения в жизни. Может, он очень ворчливый? Что тут такого? Молодой человек даже не подозревал, что дед у бабки совсем не тот, кого он себе представлял. Бабка Марья поднялась со скамейки и позвала гостя в избу войти и чайку с дороги попить. Путник пошел вслед за хозяйкой. Бабка Марья чайник вскипятила, стол накрыла и позвала гостя потчевать. Сели они, чай пьют. Путник снова поинтересовался у бабули: «Бабушка, а сколько твоему деду лет? Ведь он поди старый уже, вот и не слушает тебя». «Дед хоть и стар по своим годкам, а держится молодцом, всем молодым фору даст». Гость дар речи потерял и поперхнулся чаем. Стал кашлять и подумал: да, не зря говорят, седина в бороду без ребро. «И что, и дети поди есть?» — вновь спросил он старуху, откашлявшись. «Да, наплодил и детей, и внуков, и правнуков». Путник, услышав эти слова, снова чуть дар речи не потерял. «Как это наплодил?» — недоуменно переспросил он. «Был у меня вначале только дед, но потом я ему привела Дуньку, потом Сонечку. Вот с ними он и наплодил. Уже и правнуки есть. Я уж и продавала, и раздавала малышей, а они все плодят и плодят. По всей деревне его потомство живет.
Он у меня уж очень охотлив до этого дела. Гость почесал затылок и думает: ну, дед дает. Допил чай и снова спросил: дед ваш уже и правнуков наплодил? Да, вздохнула бабка Марья. Так быстро, что и глазом моргнуть не успела. Гость схватился за сердце. Да как же это возможно? Ну как? Весной выпускаю его на выгул. Время пройдет, уже и новые внуки да правнуки бегают. Путник чуть со стула не свалился. Козел он, что с него взять? Со вздохом произнесла она. Путник подумал, что бабушка мужа со злости козлом называла за его похождения. Так сколько же вашему деду лет? Снова поинтересовался гость. Деду-то 20 годков уж скоро будете. Не рановато ли он дедом и прадедом стал? Все еще недоумевал гость. Бабка Марья думала о своем козле, вздохнула и стала продолжать. Мой дед очень любит мою соседку. Постоянно у нее ошивается. Так он и к соседке ходит? Спросил молодой человек. Да, ворует он у нее. А что именно он ворует? Капусту, морковку, говорит бабка Марья. А что соседка? Удивляется гость. Бабка махнула рукой. Ох, да ругала она его и даже палкой дубасила. Кричала на него: проклятый разбойник! Хотела охомутать его, да не получилось. Он головой в заборе дырку проломил и бежать к Дуньке и Соньке. Ох и хитрый зараза! Днем притворяется, по двору ходит, а как ночь шась через дырку и к соседке. А соседка твоя что делает с дедом? Так она его по огороду гоняет. Один раз даже ведром огрела по спине, а ему хоть бы что. Бабка Марья устало вздохнула и говорит: да она чуть не плачет уже, на меня обижается. Говорит, чтобы я деда на привязи держала. А у меня уже сил нет его удерживать. Как приспичит его, он скачет, как очумелый. Никакая веревка его не спасет. Путник все еще пытался понять их странные семейные отношения. Шаловливый он у тебя, дед твой. И добавил: слушай, баба Марья, а дед твой вообще дома бывает? С осторожностью посмотрел на бабушку. Бывает, милок, бывает. Заскочит, бывало, стащит чего-нибудь и жует. А я в дом его больше не пускаю. Он у меня в хлеву живет. Это почему же? Открыв широко глаза, спросил молодой человек. Так гуляка он у меня. Давеча вырвал двери прям с петель и убежал. И поминай, как звали. Ох и гуляка, покачала она головой. Уж темнеет, а его все нет. Куда же он еще ходит? Ему что, дома не сидится? Спросил путник. Небось по чужим огородам шляется или к кому в сарай зашел с девками позабавиться. Кто ж его знает? Гость совсем запутался в догадках. Снова спрашивает. Может, твоего деда поймать надо и силой домой привезти? Да не поймать мне его, хмыкнула бабка. Силы у меня уж не те. Не удержу я его одна. Она посмотрела на молодого человека и говорит: сынок, может, ты подсобишь мне? Вместе мы справились бы. Гость все еще пребывал в недоумении. Он посмотрел на бабку и говорит: ну, раз твой дед такой непокорный, может, мне и вправду помочь тебе его поймать? Ох, сынок, вот спасибо.
— обрадовалась бабуля. «Он ко мне никак не пойдет». Путник решительно встал, закатал рукава. «Ладно, бабка Марья, показывай, где он ошивается». И тут где-то на улице заблеял козел. Бабка глянула в окно и увидела у соседки в огороде ее дед стоит. Только рога и видны. Где? Опять у соседки в огороде капусту жрет. Вот окаянный. Давай, сынок, идем со мной. Они двинулись к соседскому огороду. Гость уже представил себе, как увидит старого старика на чужих грядках, застигнутого за воровством. Но стоило ему подойти ближе, как бабка прошептала: «Вот он, смотри, хрустит! Нагнись, милок, пока он нас не увидел!» Путник прищурился и обомлел. Посреди соседского огорода на грядке с капустой стоял козел с длинными рогами и длинной бородой. Он хрустел капустой и был совершенно доволен жизнью. Гость похолодел. «Баба Марья, кто это?» «Как это кто? Дед мой». «Это твой дед?» «Ну да». Путник судорожно схватился за голову. «То есть все это время ты говорила о нем?» И тут до него дошло, что все, о чем он думал, совершенно не связано с человеком. Все это действительно говорилось про козла по прозвищу Дед. Гость засмеялся во весь свой рот. Бабка Марья ничего не поняла. Козел повернул свою голову в их сторону и заблеял, высовывая свой язык. Мои дорогие друзья, эта история у меня появилась после того, как я посмотрела одну детскую передачу с участием детей. Не буду ее называть. И несколько фраз я позаимствовала оттуда. Если вы, слушая эту сказку, улыбнулись, значит, я все правильно делаю. Поставьте лайк, подпишитесь и напишите комментарий. Приходите, я всегда рада вам.